Всем доброго времени суток, меня зовут Надежда, приветствую вас на очередном нашем видео. И сегодня у меня очередной домашний влог. Сейчас у меня идет неделя первых смен, я работаю по найму, да, кто знает, я уже об этом говорила. Сейчас у меня утренние смены, график скользящий. С работы прихожу после 3, да, в 3 у меня заканчивается смена. Обычно приезжаю сам к 4, если никуда мне не нужно заходить, да, особенно в продуктовые магазины, да, и примерно час-полтора мне нужно отдохнуть именно физически, поскольку работа тяжелая, да, и если еще зайдешь в магазин, то, соответственно, придешь уже не к 4 часам, а гораздо позже, пока еще в очереди стоишь, пока еще после работы тяжелые пакеты с магазина принесешь, особенно если это овощи, да, мелочевка еще полбеды. А вот пакеты с овощами, еще с чем-нибудь таким крупным, да, когда нужно их много, ну, относительно много, но они тяжелые. И вот, кстати, в тему об овощах. Сейчас нашла сервис в Светлогорске, это в Беларуси, если что. Появился новый сервис, называется Фрукт 69. Доставка по Светлогорску овощей и фруктов. И оформила сегодня заказ, должны скоро вот подвести. В чем удобство, да, в том, что не нужно таскать тяжелые пакеты, да, не нужно стоять в очередях, можно это время посвятить себе, допустим, лишние полчаса отдохнуть со смены, с работы и набраться немножечко сил. Сервис выглядит вот так. Я вставлю, если у меня получится, как выглядит само приложение. И давайте пройдем, посмотрим, что он из себя представляет. Немножечко глянем ассортиментами. Заходим в само приложение. Оно у меня в правом крайнем углу. Нарисованы фрукты, овощи. Посмотрим, что здесь есть. Вот у нас список сверху, да, перечень. Фрукты, ягоды, зелень, овощи, конфеты и печенье, орехи и сухофрукты. Мне нужны сейчас непосредственно овощи, так? Листаем, вот, я буду выбирать, что мне нужно. Допустим, картошка, да, добавили, да. Смотрим корзину нашу. В корзине в доставке, да, можно указать как доставку, так и самовывоз. Также можно выбрать тару. Она есть как платная, так и бесплатная. В бесплатной таре пакет, ящик. В платной таре по рубль 80 идет упаковка с боковым окном, упаковка со съемной крышкой и упаковка с прозрачной крышкой. Здесь вы можете выбрать на ваше усмотрение. Я добавлю ящик. Нажимаете на стоимость, там где 0 рублей. Закрываем и возвращаемся дальше. Выбираем то, что вам условно нужно. То есть приложение очень довольно-таки удобное, на мой взгляд. Ассортимент пока не сильно большой, но я думаю, что он будет пополняться. Поэтому, если вы со Светлогорска, в принципе, пользуйтесь. Приехала сейчас наша доставка. У нас здесь 6 килограмм картошки. Поставила пока на стул, потом уберу, протру. Вот так вот она выглядит. Не очень у меня камера хочет фокусироваться. Пока еще не сообразила новый телефон, как с камерой обращаться. Еще соображаю. Картошка, в принципе, неплохая. Была указано, что желтая и разваривается. То, что мне нужно, то, что я люблю. Остальной заказ был сложен вот в такой ящик. И выглядит это все вот так. Что у нас здесь? Пекинская капуста. Так, в заказе. Арбуз, лук. Килограмм лука, килограмм морковки и зеленый лук перо. Естественно, я это все разберу, потом помою и протру. Это само собой разумеется. Естественно, ну, арбузы сейчас в этом году большие, а мы с дочкой вдвоем, нам большой не нужен, поэтому взяла разрезанный. Ничего не вижу в этом предрассудительного, по крайней мере, с одной стороны, это плюс, то, что я вижу, какой он в разрезе. И посмотрим, что по ценам. Картошка 6 рублей за 6 килограмм. Морковка за килограмм рубль 70, насколько я понимаю, да.
Лук рубль 70 за килограмм. Лук перо рубль 80 за пучок. Пекинка 4,30 за килограмм. И арбуз рубль 70 за килограмм. В итоге заказ вышел на 23 рубля 10 копеек белорусских. И плюс 2,90. 2,90 это доставка. Стоимость. В принципе, цена маршрутки за двоих. Если ехать, допустим, на рынок с кем-то вдвоем, тарится. В принципе, то на то выходит. Прикрепляют чек. Сама доставка относительно быстро пришла. В течение 2–2,5 часов доставили мне мой заказ. Да? Сейчас, возможно, многие хозяйки закидают меня тапками. Но в каком смысле? Что большинство предпочитают выбирать фрукты и овощи, допустим, сами. Тоже картошку, картошине, да, каждую перебрать, лук тоже, там еще остальное все, да. Именно поперебирать, поковыряться в этих ящиках, да. Возможно, это единственный, наверное, минус, что при таких доставках нет возможности именно выбрать каждую картофелину, каждую морковину, там, каждую луковицу, да. Ну, это, наверное, единственное из минусов, да, то, что я вижу для себя. Конечно, кто предпочитает вот именно штучками выбираться, для тех, наверное, это не подойдет. Но смотря с какой стороны посмотреть. Допустим, если ехать с работы на тот же рынок, допустим, да, я сейчас о плюсах говорю, о плюсах, которые я вижу для себя в данных доставках. То, что мне не надо с работы ехать на рынок, условно говоря. Тратить свое время на эту выборку, тратить свои силы, тащить все эти пакеты домой, потому что рынок от нас далеко, да и, наверное, не у каждого есть продуктовый рынок, овощной, там, фруктовый, еще какой-либо, прям под боком, под домом. Не у всех есть такая возможность, я не исключение, да. Допустим, это еще плюс, если я так попадаю домой часам к 4, то заезд на рынок с этим за всем еще плюс час времени, полтора. Ну, если не полтора, то час минимум, да. Плюс это потраченные силы. Плюс это, ну, 2,90 доставка, в принципе, цена маршрутки. Туда-обратно до рынка. Дальше. Ну, то на то выходит, в принципе, это нормальное явление. Условно, на бензин себе берут. Дальше. Из плюсов, да. Вот этот час после работы, что крутишься по магазинам, по рынкам, можно потратить на собственный отдых, на восстановление сил. Да, один такой момент. Можно этот час потратить на что-то-либо другое, на уход за собой, на тот же, на свое хобби, на домашние дела, там, прийти перекусить, как говорится, или начать готовить, тяжелые овощи поставить, отваривать. Ну, то есть удобство в времени, экономия времени на самом деле. Ну, по деньгам, в принципе, то на то выходит. Экономия времени здоровская. Так что пишите в комментариях, как вы относитесь к таким доставкам, заказываете ли вы и вообще пользовались ли когда-нибудь доставками продуктовыми и какими. Будет интересно почитать. Так, друзья мои, дела домашние никто не отменял. Сейчас буду чистить чайник. Он у меня сегодня в таком вот виде, неприглядном. Знаю, сейчас закидают тапками, но тем не менее, немножко мне не хватает, не всегда хватает времени на, скажем так, бытовые моменты, да, это с одной стороны. С другой стороны, я где-то целенаправленно долго его не чистила, чтобы показать вам, как работает средство для чистки духовок и плит. Сегодня мы будем чистить им чайник, но работает это средство в принципе как и на плите, на духовке и на любых вот подобных загрязнениях. Да, сейчас у меня закидают тапками, что не хозяйка и нахрена ты это все показываешь. Попозже объясню, зачем и что и почему. А сейчас мы с вами просто почистим чайник этим средством. Мы просто сам чайник, да, берем чайник, наносим средство. Может быть, у вас любая другая абсолютно посуда, да. Единственное, что скажу сразу, данное средство лучше использовать и работать с ним в перчатках, потому что оно палит. Вы с меня пример не берите, потому что у меня уже руки к следствиям адаптированы в силу моей работы, да, но вообще рекомендует производитель работать именно в перчатках. Если загрязнение сильное, как у меня, да, средства можно добавить побольше, либо почистить потом чайник сам второй раз, да, если уж совсем у вас
беда-бедовская еще хуже, скажем так, да. Но наносим хорошенечко его по всей поверхности чайника. Ну и, соответственно, снизу тоже, да. При сильных загрязнениях, повторюсь, когда там вообще капец, иногда можно и нужно даже, да, почистить, нанести средство дважды. С крышкой мы поработаем точно так же. На крышечку наливаем, да, и наносим хорошенько. Можно изнутри тоже. Изнутри, кстати, чайник тоже можно его вычистить этим же средством. Сейчас, чтобы я не была голословной, внутри я тоже протру губкой с данным средством, нанесу, то есть само средство. Вот так, чтобы не быть уже голословной, чтобы это сами все видели, да. Видите, заметьте, я еще не терла ничего, а пятна уже начинают отходить. Что теперь? Мы оставляем чайник, либо другую любую посуду, минут на 15-20 постоять. Тем временем, допустим, вы можете заняться другими делами по дому или по кухне, которые у вас накопились. Минут через 15 мы с вами его помоем просто. У меня прошло определенное количество времени, и теперь мы помоем чайник просто обычной водой, да. Смотрите на результат. И вот в итоге результат. Нет, ребят, это не новый чайник, я вас уверяю. Он абсолютно тот же, который и был. Выглядит он сейчас вот так. Да? После средства, после этого, да, которое я наносила, я рекомендую мыть посуду еще раз обычным средством для посуды, потому что в этом средстве много вредных веществ, и после его использования лучше использовать еще обычное средство для посуды, дабы его смыть. Вот он результат. Ну, сейчас займусь кабачками. У меня есть два таких вот штучки. Один такой желтый и два зеленых в холодильнике. Сейчас достану, порежу кубиками. Отправлю в морозильник. Заморожу их к зимнему периоду, да, потому что тоже долго не хранятся. У меня подвалов нет. Для чего замораживаю? Иногда люблю делать тушеную капусту или овощи и добавлять туда немножко кабачка. Сейчас покажу вам классную штуку для заморозки, которую использую сама. Именно пакеты, и порекомендую вам. Сами пакеты, упаковка выглядит вот так. Пакеты слайдеры для заморозки и хранения. Сейчас у меня в руках упаковка из 20 штук, 20 пакетов на 1 литр. Размером идут 24 на 32 сантиметра. Также я заказывала вот такие. Они у меня уже немножечко открыты, но тем не менее. Покупала на Wildberries, кстати. Штрих-кода, никогда коды, а артикулы. Я оставлю в инфобоксе, потому что сейчас у нас тормозит немножко площадка, и не могу я сделать ссылки, нет у меня такой возможности, да. Дальше, когда появится, буду поставлять ссылки. Кстати, напишите, как вам удобнее по ссылкам проходить, либо же по артикулам, да. У меня заказаны были 3 размера. Вот эти идут на 3 литра. Да, нет, вру, ребятки. У меня, значит, идут на 3 литра, 2 литра и литр. Да? Разные размеры абсолютно. Выглядят они вот так. Сейчас покажу вам самые маленькие, открою. Да? В самых маленьких на литр, да, шло 100 пакетов, ребят. Мне хватит на пару сезонов. Да? Вот так вот выглядит. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим. Очень удобная штука, я осталась довольна. Что меня подкупило? То, что здесь можно подписывать. Смотрите, здесь застежка zip-пакет. Zip такая, да? Здесь так у нас получается закрыто, так у нас открыто. Застежка ездит. Что меня подкупило? То, что здесь можно подписывать. Специальная вкладочка для надписей, да? Потому что зачастую бывает так, допустим, если, по крайней мере, у меня, я не знаю, как у вас, допустим, при заморозке зелени, в морозильнике оно все зеленое, и не всегда можно понять, что там находится. А так вы посмотрели, почитали, в каком году вы заморозили, можете, например, подписаться. Ну, если для вас это важно, потому что, ну, бывает всякое хозяйство, да. И, допустим, при заморозке зелени, я уже сказала, да, не всегда видно. При заморозке, допустим, каких-то красных ягод мне тоже немножко не всегда понятно, да, что здесь находится. А так подписано вроде бы. И
Видно, да? И, в принципе, в морозилке занимает, кстати, гораздо меньше места заморозка в таких вот пакетах. Поэтому вот прям рекомендую. Уже пользуюсь этот сезон, замораживала себе ягод, прочего зелени там в этих вот пакетиках. И я осталась очень довольна ими. И экономит, кстати, место в холодильнике. Также можно, ну, не только ягоды замораживать. В большие пакеты, которые по 2-3 литра, я заморозила грибы и болгарский перец свежий. Положила целиком, и перец прекрасно себя чувствует. Поэтому, ну, проходите, пользуйтесь. В принципе, покупка я довольна и смело могу рекомендовать. Уже протестировано. Артикулы на все виды, на все 3 размера я оставлю в инфобоксе. Ну, а я пошла заниматься своими заготовками, заморозками и домашними делами самостоятельно, уже за кадром. Спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрели это видео до конца. Но мы с вами встретимся уже в новых роликах. Всем удачи, мира и добра. Пока-пока.